Так, Falcons Mibor. Так, что демка у меня скачана сейчас, мне осталось ее только разархивировать, и мы будем с удовольствием превеликим смотреть за микрой великого человека. Короче, я считаю, что вне сомнений нужно будет смотреть Мираж. Будем смотреть за микрой. Макро не хочу смотреть, будем наблюдать за тем, какой получился дебют у Макса. Мне ультра интересно, именно вот как он отыграл Мираж. Когда у тебя трое бьют 1-3, 90 грех проигрывать. Дело не в этом, дело в микре. Ладно, поехали. Мне просто очень нравится микра. Мне очень нравится интервьюшка, которая... Кстати, есть такой момент. Он интервьюшку же дал на ХЛТВ. Если интересно, можем почитать перед тем, как смотреть. Я очень люблю смотреть такие интервьюшки. Ну, именно не полностью смотреть, а переводить, да. Почему? Во-первых, это маленькое интервью, оно достаточно интересное. Во-вторых, мы сразу выиграть сможем. Ну ладно, что, давайте почитаем интервьюшку, быстренько посмотрим. Так, alright, Киосуки, поздравляем с вашей первой победой в вашей первой игре на тир-1. Как это ощущается? Первая карта была тяжелой, вторая была хорошей. Первая карта это была новая позиция для меня, ну ньюкрамп, я так понимаю. И это всегда тяжело играть на новой позиции, за 7 дней привыкать к новой позиции. Говоришь про рамп на нюке? Да, я говорю про рамп. Чувствуешь ли ты какую-то нервозность? Ручки у меня не тряслись, так что все окей. Так, что насчет адреналина? Хотел ли ты как можно скорее сыграть на этом уровне? Да, я хотел, у меня был адреналин, особенно в клатч-ситуациях он был. Так, расскажи мне по поводу вашего решения сделать большой мув. Все говорили про него, и как ты чувствуешь про... Ну, мув, наверное, это то, что его возьмут Falcons, да? И мне интересно, как ты чувствуешь ли ты давление после этого решения, когда огромное количество людей наблюдает за тем, получится ли тебе перейти в тир-1. Так, он говорит, я не чувствую прешера, и, ну, так, то, как люди об этом говорят, нет, я этого не чувствую. Блин, он немногословный вообще. Так, расскажи мне по поводу присоединения Falcons. Было много разговоров про то, что ты можешь попасть в основной состав Team Spirit. Почему решил все-таки присоединиться Falcons? Я не знаю. Я думал насчет всего и насчет каждого предложения, которое у меня было. Я думал о том, куда пойти и пойти. Я думал пойти туда, где мне будет более комфортабельно. Ну, наверное, речь про позиции конфликт ролей с Донком, вне сомнений. So what the bit selling point for this team? I don't know. I don't want to answer. Ну, ладно, тогда я не буду переводить. Я слышал о том, что Ника пообещал тебе то, что ты будешь играть на своих любимых, на некоторых своих любимых спотах. Можешь ли ты рассказать, правда ли это? И если это правда, что помогло тебе сделать это решение? Так, подожди. Я присоединился к команде, и я почти забрал все позиции, которые мне нравятся на картах. Ну, мои, в смысле, позиции, на которых он до этого играл. За тест-сторону у меня каждая позиция на которой я играл до этого, кроме одной карты, это нюк. Ну, в принципе, это круто. Я думаю, Максим сделал абсолютно верное решение, когда ты присоединяешься к команде, которая дает тебе все споты, на которых ты уже привык играть. Это вообще сумасшедший буст. What does it feel to have a player like Ника say, you can have all of my positions? Каково это, когда Ника говорит тебе, что ты можешь играть на всех моих позициях? Это очень приятно слышать. Спасибо. Так, расскажи мне по поводу перехода в тир-1 с точки зрения практики, подготовки и с точки зрения перехода на международный язык. Для тебя это много изменений, и вот что самое сложное, что тебе дается сложнее всего? Так, ну, понятно, самое сложное это английский вне игры, это, наверное, самое сложное испытание для меня. Блин, господи, подготовка перед играми это что-то новое, потому что у нас не было чего-то подобного в Team Spirit Академии. Блин, они что, в Spirit Академке к играм не готовятся? Вот этот момент для меня очень такой вопросительный. Он говорит, подготовка перед игрой, это для меня что-то новое, потому что у нас не было того Spirit Академии. Spirit Академии, здорово, Кузьма, Spirit Академии что, не готовится к играм? Ну ладно. Это, кстати, очень, ну, для меня такой прям что-то очень странное. Ладно. Так, я видел твои видео, вопросы и ответы на Falcons YouTube канале. Так, ты сказал, что самый большой сюрприз для тебя это то, что все в команде шутят. Да, это правда, у Ника лучшие шутки, и все смеются, когда он шутит. Блин, я прям чувствую, что он туда вписывается, это очень круто. Так, расскажи мне про Кёльн, это, наверное, самый большой турнир
Так, подожди. Challenge a player can face to come into MQ as your first turn. Ну да, это для тебя самый большой челлендж, то, что ты приходишь на турнир такого уровня. Какие у тебя личные ожидания от этого турнира? Личные имеется в виду не командные, то есть не командный результат, а именно личные. Так, I don't care. Так, ему не вообще насрать, насколько это большой турнир. Он просто играет. Мы на сервере, мы в игре, мы не на сцене. Поэтому мы просто в игре, мы просто наслаждаемся игрой, мы просто наслаждаемся друг другом. Ну, какой он мальчик, нахуй. Ладно, на самом деле у него менталка, знаете, он как... Бля, он мне чем-то Рапса напоминает. Так, ладно, интервью прочитали, какие-то выводы сделали. Team Spirit у нас, получается, не готовится к играм. Ну, как бы и ладно, фиг с ним. Наверное, у них есть какие-то другие заботы и задачи. Так, а ты же Рапсе подумал, когда начал это разгонять. Ну, просто он общается слишком круто, на мой взгляд. Он общается как победитель. Он общается как чел, который, знаете, сделает свою работу и, ну, просто ее сделает. И все такие, блядь, как он это нахуй сделал? Так, поехали. Пистолетка, раскидочка. Будем смотреть, как будет выходить. Так, его тиммейт прошел налево. Так как могут пикать с головы, он не хочет, чтобы пистолетку спалили, он не пикает пока. Как только полетит смог, он будет пикать. Проверяйте. Проверяем. Хорошо. Так, поехали. Как выходить с ямы? Первый пропик. Головы. Тецес пропрыгивает КТ, он под это пикает голову, он не пикает КТ. Интересно. Далее. Free Fire в КТ номер 2 уже есть инфа, что там чел. Увидел чела, не стал с ним стреляться, решил выжить. Интересное решение. Можно было как будто и на ходу пострелять. Окей, смотрим дальше. Еще один пропрыг, очень много пропрыгов. Моментально... А что? Подождите, это раунд имени попрыгунчика? Не, ну типа без негатива, сами понимаете. Звук игры, а вам нужен звук игры? Раз пропрыг. Странное решение, мог просто на ходу пострелять. Вот это тоже. Второй пропрыг. От чего этот пропрыг? От человека, который вот здесь под ковром? Или от человека, который с дефолта пикнет? Вот этот второй пропрыг я не могу объяснить, кстати. Так, поехали. Первый пропрыг объяснить не могу, второй пропрыг, ну, под дефолтом, не знаю, как будто вот этот прыжок я его не могу объяснить просто. И вот когда он здесь убил, вот это реально, вот это волнение. Вот этот вот паркур-прыжок, вот типа, знаете, то есть вот он пострелял сюда, он же мог повернуться и отыграть чувака за искрой, да? Ну просто спокойно выйти, ему ебало дать. И он этого не сделал. Вот это нервы. И бывает такое в первом раунде, но если команда берет пистик, оно быстро проходит, то есть он погибает из-за этого. Он погибает, потому что его прицел не восстановился после прыжка. То есть это проблема. У этого парня сегодня уже 5-й ММ подряд. И у этого парня 5-й ММ подряд. Но есть нюанс. Тот, что веселый, может и не выиграл, но выполнил задание в пари-пас. А этот парень, он просто еще не видел эту рекламу. Регистрируйся в пари-пас сейчас. Просто продолжай играть и получай в награду скины и ценные призы. Пистолетка за нами. Поехали. Киосуки, инстачок. Поехали. Так, проверки подвала никакой волшебной нету, а Кавалера Бит в 2021 году, там, аккуратно микрострейфами. Окей, ребята, окей, вы говорите, я делаю. Хорош директ, вижу, что ты уже запустил все. Пока проблемки со стримами у меня. Не получается на этой неделе совсем. Сейчас сделаю анонс. Демка, она разделена на две части. Ребят, не переживайте. Так, вот этот тоже момент, тоже я знаю, что все знают, но надо дочекивать. Вот этот угол. Здесь можно встать таким образом, поставить свои ноги, чтобы вас не было видно. Вообще никак. И только дойдя сюда, вас будет видно. Это просто мелочь, но Киосуки о ней осведомлен, и это круто. Так, смотрим. Прицел чуть выше против козла, как будто. Ну, просто на самом деле прицел в окно, тут он не особо думает о том, что происходит. Ну, в смысле о том, что когда развеется смог, не будет у него там где-то ровно супер прицел стоять, он нормально у него абсолютно стоял. Вот. То есть поставить так же ничего страшного. Угу. Так, и даже здесь, смотрите, то есть вот опять же, многие там говорят про какой-то там нервный тик и так далее, но даже здесь эти стрейфы присутствуют, набор скоростей, velocity, ну вы понимаете о чем я. Так, молик коннектор. Мне интересно, не стал прыгать, ага. Флэш и доходить, да? Так, поехали. Коннектор, ящик, прицел. Под дальний. Надо просто заходить. Помогать тиммейтам. Очень долго ждал спину.
Ну, в принципе, окей. Ладно, этот раунд не информативный получился. Так, эко скипаем. Эко скипаем. Хотя, блин, как скипаем? Нет, не скипаем. 3 фрага и тяжелые фраги. Он будет идти подвал. Ага, опять 2 микрострейфа. Раз, два. Для того, чтобы игрок, который пушит под флешку, если он выбегает, вы могли задолжить флешку или набрать скорость, репикнуть его. Это очень эффективно. Настолько же эффективно, насколько смотреть подобным образом. Вот этот угол бита, я его называю. Потому что я буду сейчас все будем смотреть, все будем смотреть, все будем изучать. Так, опять здесь все красиво прочекал. Команд push от middle. Отлично. Странно. Что, миду погибли? Так, Молик в окно справа. Почему Молик берется в окно справа, я думаю, важно объяснить, потому что 3 игрока пушили мидл, прошу прощения, летели флешки с А, и потенциально один игрок мог быть в окне на подъебку, да, то есть трое пушат, один в окне справа, и когда там условно Киосуки выходит с подвала, начинает стрелять, он просто прыгает ему на голову, это уже макро идея, но она реально рабочая, я такое видел. Ну, эко чуть в большем темпе посмотрим. Так, сейчас, ну это эко, я говорю, на нем сильно фокуситься не будем, давайте смотреть уже момент захода. Оп. Вот это тоже интересный, да, момент. Вот именно вот так, да, вот он отпикивает. Я, честно говоря, например, на том же фейсе такое редко вижу, а в прогейминге часто, да. То есть вот видите, вот этот вот пик, слайд на контроле. На самом деле, вот против вот этого угла я считаю, что он эффективен. Часто вот этот угол стоит, а-ля off-angle, и как бы по ебучке залетает здраво сюда. С контрол вообще нормальная тема. Смотрим, бодренько вводит мышкой, важный раунд для Макса. Тут просто надо зайти проверить КТ. Я бы на его месте сначала чекнул лево, потом право. Да, очень круто. Вот прям, знаете, вот в такие моменты понимаешь, что чувак вообще не то чтобы не на очке, он просто, он молодец. Смотрите, здесь два угла. Здесь вот тут угол и вот тут угол. И здесь там есть методика Бролана, которую я рассказывал, да, то есть если бы игрок здесь был бы на методике Бролана, да, вот этот вот отход назад, у него был бы, ну, высокий шанс убить Макса. И здесь прикольно он делает, мне нравится. Это выбор. Он проверил вот этот угол, что никто не отходит. И у него выбор сейчас либо лево, либо право. И он просто вот, ну, знаете, вот важный турнир просто вот так заходит и все. Если бы у него чел начал бы стрелять, он бы повернулся, ему бы тоже сломал ебал. Потому что важно, он выходит на большой скорости. То есть вот именно то, что он не шифтом зашел, важный момент. Опять же, это микра. Это именно микра, ребята. Вот, смотрите. Проверяет. И на высокой скорости, если смотреть отсюда, выбегает. Но он остановился только потому, что он увидел модельку. Так, если бы ему начал кто-то бы стрелять в спину, он бы не останавливаясь повернулся и сломал бы этого чувака. Это важно. Это было ультра важно. Молодец. Хоть это эко-фраг, но вообще... О, два. Это дядя Ника. Это дядя Ника и его технология. Да, спину сложнее убивать. То есть вот в этом моменте он сделал важный выбор. Он сделал важный выбор. И я считаю, что это круто. Так, все, сейчас последний раунд именно с этой части демки. И мы включаем следующую часть. Так, счет у Киосуки 3-1-3. Так, опять вот этот пропик подвала. Опять же, да, чтобы не попасться на мув с поджимом, просто всегда действуйте так же, как сейчас действует Максим. Пришли, раз, два, там три, можете не жалеть. Какой-то дурак еще может поздно запушить. И вы его здесь отыгрываете. Он вас видел, закрылись, открылись. Просто сбрили его. Это круто. Это микра, которая прям, ну, решает. Так, раз, два, три. Опять же, методичность. Это очень важно сейчас в современной игре с точки зрения микры. Чем более вы методичны, тем больше у вас шанс найти фраг. Поймите, это очень важно. И ждем. Мидл у нас топ-мида нету. Того, что топ-мида нету, здесь нужно просто жить. Вдруг отпикает Авик, вдруг отпикает Кольт под флешку. Абсолютно грамотное понимание макро ведет к тому, что у него нету неудобной дуэли. Что тоже является, кстати, одной из основных причин, почему большинство не убивают. Они берут неудобные дуэли. Из-за того, что они берут неудобные дуэли, они просто проигрывают их, потому что их просто тяжело выиграть. Не каждый из нас симпл или дон. Вот. Здесь никакой неудобной дуэли он не брал. Соединился с командой. Поехали. Сейчас будем смотреть, как он будет выходить. Так. Тачка. Окно. Симпл. Эдвард. И смерть. К сожалению, это смерть. Мог ли он что-то сделать лучше? Нет. Это массированный выход в большинстве. Он прочекал как можно больше спотов. Уже пофигу окно, симпла. Эдвард все посмотрел. Базару зира. Тут как бы можно переходить на следующую часть. Берем второй парт и продолжаем. Угу.
Так, что у нас с подвалом в этот раз? О, здесь прям очень быстро. Но я так понимаю, что это связано с тем, что у него тиммейт за Братик, ты спиной. можешь мне... Если не смотрел игру. Я не смотрел игру. Здесь, смотрите, тоже моменты вот такие. О них надо, ну, прям видите на демке, о них надо подумать, да? Почему до этого он всегда отыгрывал, сейчас не отыгрывает? Потому что отыграть должен Тесос. Ну вот, видите, то есть это расхлябанность. То есть, если сейчас был бы поджим, да, под флешку, тупой, тупейший поджим, невыгодный, ну вдруг, да, знаете, ну просто вдруг. Понятно, что есть аналитика, может быть, у них по аналитике есть, что они не пушат подвал. Сейчас, например, оба они должны были ослепнуть и не разменять друг друга, да, то есть, ну вот опять же, да, вот видите момент. Это такое даже на тир 1 есть. Так, здесь он, он вообще даже за подвал не фанился. А почему он за подвал не фанился? Потому что у Монос первый рез, что ли, был, или что? Ну, у Монос второй рез, словно. Не, ну это странно. Короче, видимо, просто решил отыграть, что тут никого не будет. Потому что, видите, вот этой методичности обычно нету. Опять же, да, то есть, когда вот такое видите у игрока, важно брать на дистанцию. Обычно он всегда проверяет. Сейчас не проверяет, следовательно, мы должны это озвучить, да, для себя, зазубрить на носу. Значит, сейчас он играет от того, что он не верит в то, что кто-то будет в подвале. Это надо понимать. Угу. Так, здесь сейчас прокомментирую тоже. Это он сейчас ждет только пропик снизу. Так, поехали. Как выходить с подвала? Молик в шарте. Типа чел тут не может стоять, поэтому вверх он, естественно, не смотрит. Так, здесь думает. Кирпичи или коннектор? Кирпичи или коннектор? Куда же посмотреть? Ждет, что после молика кто-то пикнет. Ага. Так, когда бустимся, и у нас смог в окне. Важный момент, да, из микры от Максима, который мы сейчас можем подметить. Понятно, что это у всех во всем мире есть, но я до сих пор вижу людей, которые бустятся и смотрят в стену. Ребят, когда вы буститесь, вы всегда смотрите в шорт. Я понимаю, что это может звучать пиздец как тупо для большинства, но это правда. Это простая истина, которую многие упускают. Так, как он играет в окне? На козла. На козла и Владера, если что, вниз. О, это, я вот считаю, вот это ультра эффективно. Он сейчас убьет, прям должен. Да. Мне очень нравится, когда так вот именно залазишь. Так, и здесь пошли пикивым порчики. Ой-ой-ой. Как же он спрей контролит, а? Ну, тут, походу, сейчас раунд такой, знаете, на веселе. Круто сделал, не будем дальше комментировать, в принципе, все понятно. Так, кто-то вылетел. Ну что ж, дорогие друзья, маленькая рекламная пауза. Хотел бы вам напомнить про такую замечательную программу, как Exit Lag, которая позволяет вам, благодаря тому, что использует искусственный интеллект и свои личные узлы связи, улучшить ваш пинг от вашего провайдера до сервера. Особенно это касается немецких серверов на фейсе, с которыми сейчас у нас в последнее время проблемы, и зайти туда почему-то тяжело, многие получают баны. Ну и, конечно же, вы сможете снизить пинг, если вы живете достаточно далеко от сервера, потому что Exit Lag использует самые оптимальные маршруты от вас до сервера игры. И я вам немножечко продемонстрирую, что нужно сделать здесь для того, чтобы эта программа работала у вас на полную. В правом верхнем углу в поиске находите Counter-Strike 2. Он предложит вам автоматически выбрать сервер Европу. Так и поступайте. И просто после этого заходите в игру. Главное, смотрите, чтобы тумблер был включен. Если же с немецкими серверами есть какие-либо проблемы, вы выходите из игры. Здесь выбираете, напишите в поиске DE и выбираете сервер другой, который больше подойдет вам, и пинг у вас с ним будет меньше. Обычно Фейст использует Фалькенштейн или Франкфурт, но я все же рекомендую пользоваться Европа Автомат. Также вы сможете заходить в Discord, если у вас с этим есть какие-либо трудности. Также включайте тумблер, перед этим ищите в поиске. Ну, я лично использую сервер Лондон, вы можете использовать любой другой. Также любые проблемы с Дискордом пропадут, поэтому крайне вам рекомендую по промокоду для первой покупки Jerry CS2 купить Exit Lag со скидкой целых 50%, а мы с вами продолжаем. Максим 5/2. 7/2 у него счет будет, по-моему. Андрюх, можно тупых, что за прикол с этим микростримфам? Вижу, все делают, понимаю про скорость, но чел же может свить на тебя в любой момент, и ты теряешь время, кроме наводки на Counter-Strafe. А кроме наводки на Counter-Strafe. Что такое Counter-Strafe? Counter-Strafe, вот ты стоишь, я показывал на YouTube видео, есть момент, чел на Маказе стоит вот здесь и делает вот так. Ты не теряешь время, ты просто подобным образом контролишь. Как это работает? Если на тебя выходит чувак, тоже набирает скорость. Если ты просто стоишь,
ты не сможешь набрать скорость и свою модельку подвигать, то есть ты будешь легкой целью. Какая цель сложная для любого пикающего? Это цель, которая находится тоже в движении. Почему CS2 вначале все раздули про преимущество пикающего? Потому что действительно, если ты статично стоишь в CS2, статично ты не двигаешься, тебя легко сбрить. Вот. Поэтому что за тема с микрострейфами? Тема с микрострейфами это тема, которая помогает тебе нивелировать преимущество пикающего. Да, он тебя пикает, но ты тоже на ходу, у нас точность практически не сбивается, главное научиться вовремя останавливаться, да, то есть вот мы стоим здесь, вот так вот, да, мы стоим, на нас начинает выходить чел, мы жмем чуть влево и останавливаемся. Почему? Он увидел нас вот здесь, но у нас уже набрана скорость, мы ей пользуемся, нивелируем преимущество пикающего, он же нас пикает, жмем А и уже останавливаемся и стреляем в него. То есть, соответственно, для него это выглядит следующим образом. Он хочет тебя пикнуть, он видит твою модельку слева, он начинает стрелять вот где сейчас пятно, вот да, где сейчас пятно, он начинает стрелять сюда, а ты быстро набираешь скорость, меняешь высоту и пикаешь его чуть правее. Это просто усложняет жизнь людям, вот и все. И это реально крутая тема. Просто поверь мне. Просто начни это делать и не фонись за то, что ты там теряешь какое-то время, это не так. Ну, есть исключения, но сначала просто научись это делать. Так, поехали. Вот тоже один из видов микрострейфов. Он ждет, что будет какой-то оппонент в подвале. Его вся команда находится здесь. В миду никого нет, поэтому он двигается вот таким вот образом. То есть он ждет поджим на себя. Выглядит вот так. Мы хотим пикнуть Макса, мы его пикаем. И вот такая хуйня тут летает на скейте. Понимаете, да? То есть, осознав вот эту механику, осознав ее полностью, вы станете лучше. Я это могу гарантировать. Это вот реально, это не пустые слова. Это не пустые слова. Так, ну что, у нас, получается, пошел контакт. Смотрим. Так, пикающий слева под скамейкой. Окно с контрола. Окно с контрола просто запоминаем. Если здесь прыгает так называемый апекс, прыжок, мы можем увидеть его голову, и он нас практически не увидит. Это уже перспектива называется. Опять же, посмотрите на эти контрстрейфы. Так, команда, кажется, не собирается выходить. Старинный брат ДНК. Ага. Опять видите? Вот мы сейчас тратим время. Ну вот просто посмотрите. Мы контр, мы хотим пикнуть Киосуки. Бам, мы пикнули, увидели часть его ноги, хотим дальше открыться, он на скорости нас ебашит. Видите, даже здесь. Это постоянно, это не нервы. Это правильное использование движка. Так, поехали. Кон. Ой-ой-ой, как же он сейчас ему въебет. На контроле. Да, чуть-чуть на контроле. Ну нахуй, блядь. Как он будет ебать? Как же он его убрал? ИКТ. Давай. Оп. Видел? Нет? Этот момент мне нравится сейчас. Он все прочекивает, его команда уже выходит. Опять же. Смотрите, какой слайд пик интересный. Он причем Ctrl недолго нажимает, как большинство, а у него вот так как-то. Оп. Типа прев Ctrl. Прев Ctrl исключительно сильная. Ты же столько демок смотрел. Бро, дело не в демках. Дело не в том, сколько ты посмотришь. Дело в том, сколько ты будешь практиковать знания. Ну, здесь просто, это, знаете, это спокойствие. Опять же, да. Мы уже разбирали микру его на бусте, тоже на мираже. И вот подобное спокойствие приводит к подобным фрагам. Ну, а далее мне вот это нравится. Он не торопится, он создает удобство себе, да. Оп. То есть, опять же, да, многие, когда падают смог, как-то психологически немного расслабляются, да. И мне нравятся вот такие вещи, да, когда люди обузят. Это сейчас, наверное, не самый лучший пример, но он тоже есть. Бам, смог и разгон. Широкий, префайр, прям конфетка. Все, его команду ебашит, он сразу забегает, просто не останавливается, не ждет тут что-то. Это, да, это макропонимание. Если у нас смоки здесь и смоки здесь, а команда выходит тут, то нам плевать на этот коннектор. Мы уже убили шорт, просто забеги сюда. Мне так нравится, как он это делает, я прям кайфую. Бам, опять префайр. Здесь тоже. Здесь не увидел. Сейчас посмотрим с экрана на ZTR, насколько это было неприятно. Вот опять, видите, вот опять эта история со стрейфами. Он смотрит на короткий пик.
происходит чуть более широкий. Видите, куда прицел летит? Видите? Блять, вот это практическое доказательство моим словам. Человек думает, что будет на широком выходить, но так как ты хорошо АД нажимаешь, что ты... Смотрите, сколько он потерял. Сколько ЗТР потерял возможности убить. Вот сколько он возможностей потерял. Потерял дохуя возможностей, потому что грамотно нажатые стрейфы, дорогие друзья. Так. Так, как отыгрывать подвал уже? Давайте тенденции искать. Тенденции, закономерности, скандалы, интриги, расследования. Ну, в принципе, тут уже, знаете, счет 6-0, уже более вальяжные передвижения. Вот здесь мне нравится, опять же, да, вот мелочь, которую можно подметить. Когда вам надоест пикать каждые 3 линии одинаково, вы можете добавлять Ctrl. Да, вот опять же, да, посмотрите, вы стоите там здесь, условно, вы хотите отконтролить чувака, и проезжает вот такая хуйня на скейте. Опять же, неприятно. Особенно самые неприятные пики, это все пики на стыках смены высоты, да, то есть вот здесь лестница, и это тоже часть механики. Это часть механики, когда ты слайдишь с лестницы или на нее возвращаешься на хорошей скорости, попасть очень тяжело. Показывать чаще от лица противников киллы, да без проблем, дружище. Я буду показывать их на самом деле тогда, когда это прям, ну, килл, который, знаете, ну, можно как пример рассмотреть. Не все киллы можно рассмотреть. Не все киллы можно рассмотреть как хороший пример. Просто держите в голове это. Так, это опять вот такой вот интересная постановка прицела. Так. Обновление смока. Даже вообще не подставлялся. Авик-подвал. Что ж вы, Falcons, нашифровали, демоны? Оп. Оп. Смотрите, как методично, да? Вот насколько это методично. Он только один угол не отпикал. Знаете, какой? Отпикал. Все, даже я не заметил. Вот представьте, вы смотрите со стороны, нужна просто колоссальная концентрация. У нас оппонент может быть здесь. Это один из углов достаточно, ну, неприятных. Не на пистолетах, но он существует. Потом далее тут и тут, понятно, да? И то есть, если смотреть вот опять же на качество исполнения, на концентрацию, фокусировку, что мы видим? Раз. Смотрите, оп, опять же, префайр. Два, немного еще дочистили, потом уперся. Еще раз уперся. Окей. Да, я выйду. Смотрите, дальше продолжается методичная игра. Это охотник. Смотрите. Бам. Теперь, смотрите, прицел. Видите, где прицел? Бам. Опять же, говорю, для большинства игроков тяжело будет это освоить. Но важно понимать, да, знание сила. Если ваше знание позволяет вам потом это отточить в игре, это будет просто великолепно. Так, поехали. Мудак. Раз. Раз, два. Он услышал хае. Повернул прицел. Просто. Посмотрите, где у него стоит прицел еще до развея. Вот просто посмотрите на это. Внимательно посмотрите. Вы видите это? Это знание сила, понимаете? Знание сила. Вот, ну, не более, не менее. Скажи, это не ошибка, что он так молодо близко стоит, он же застопит? Это игровой момент. Такой бывает. Почему он туда смотрит? Почему он туда смотрит? Отличный вопрос. Ну, давайте смотреть. У нас есть угрозы в коннекторе? Их нет. У нас есть угроза в шарте? Ну, с ней сейчас будем разбираться моликом. Да и ладер это не проблема для него. Что это может граната означать? Либо флеш, либо хае. Если это флеш, то почему он кидает ее отсюда? Ее все слышат. Скорее всего, это не флеш. Скорее всего, это хае. Соответственно, что может сделать хае в таком случае? Ну, что он может сделать? Ну, блядь, окно развеять. Посмотрите, где он стоит. Он прям несется его убивать, он что-то знает. Вот. Смотрите, где он стоит. Один антифлеш повернулся. Другой просто вот. Ну как. Что с ебалом? Майк Тайсон, что с ебалом просто? Ну, это всего лишь способность обрабатывать большие объемы информации в кратчайшие сроки. Потому что постановка прицела это именно обработка быстрой информации. Вот и все, не более, не менее. Еще ладер дочекал, еще на тебе хавай, блядь. Опять, смотрите, опять пикнул. Отличный смог, но, блядь, это папа трэпа. Папа трэпа уничтожил наш таргет, и, к сожалению, это первый раунд. Важный фраг от пиара, несмотря на то, что раз 4 убил, если бы не убил пиар, то все бы закончилось, конечно, по-другому.
Так, вопрос. Почему он именно на кирпичи смотрел? Обычно ждет хей, слева пикают слева. Но это неправда. А во-вторых, смотри на его позицию. Он стоял вот здесь. Хае взрывается. Что сделает чувак под взорванную хае? Давай вот. Это называется понимание модельки. Что пикнет чувак под развей? Вот так. Вот так. Не будет же он, блядь, вот сюда смотреть? Не выбежит же он на все тело, чтобы убить именно его. Поэтому куда ему надо смотреть? Только на кирпичи. Ответ прост. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Опять, оп, оп, видите? Посмотрите на эти движения. Ксан, нет! Пытаются они за топ-мид пройти. Так. Бам. Короче, раскидали смачки, перезанимание мида. Будет ли флешка издалека? Так, нужна дешевка. Дешевка есть, пиар. Но он, блядь, слишком хорош. Я считаю, что надо его разобрать в этот момент. Смотрите, на то, опять же, как в CS2 нужно стоять. Не вот так. Стоять нужно подобным образом. Посмотрите внимательно. Смотрите, раз, 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 раз. Удобная моделька, блядь, чтобы пикнуть. Да нихуя. А посмотрите, как она высоту меняет. Посмотрите на это. И вот настолько, и это настолько круто, что здесь пиар понимает, что люди кидают флешки, понимают, что если они кидают флешки, они наберут скорость, они его сбреют, поэтому что он делает? Он сам набирает скорость. Здорово, бандиты, ёпта. Блядь, как же просто вот... Это скилл, ребята. Это механический скилл и отличное понимание ситуации. На демке реально научиться строить такой игрок, или это именно нужно больше никак? Нужна практика. Это я даю вам теорию. Я даю вам теорию, дорогие друзья. А практиковаться это дело ваше. Практиковаться это дело ваше. Флэш. Лишний прыжок, к сожалению. Ну не то чтобы он лишний. Знаете, как бывает? Кто шить идет? Раз. Сейчас посмотрим, как он шьет. Вот видите, иногда, даже не иногда, особенно когда я вот в топ-мид переходил, это вот этот прыжок, он позволяет оппоненту, который вот этот вот гэп себе создает своей стрельбой, да, увидеть вас. Опять же, еще раз, просто момент. Видели его голову сейчас? Еще раз. Это важно. Просто этот прыжок, я считаю, он ультра рискованный. Видели, да, его? Вот. Видите, то есть вот что он видит. И вот частенько почему-то так оказывается, что именно когда ты хочешь прыгнуть, происходит вот такая дичь. Что ты начинаешь раунд 30 хп. Ну, это на подумать. Опять же, я не говорю, что прыгать нельзя. Говорю, что может произойти вот такая вещь, и как бы вы, они теперь более осведомлены. Так, пропик право. Так, смотрим на методичку опять. Контр-стрейфы. Огромное количество. Угу, видели, сейчас хаешка налево прицел ставил. О, как ног кончился. Что, будешь коннектор пикать с 30 хп? Ну, мне просто интересно. Ранбусты? Блин, они, кстати, работают хуже. Мне вот это не нравится. Ранбусты хуже работают в CS2. Меня это прям раздражает. Так, ну чё, а что делать-то? Оу, ну тут смерть, ребята. Я ее вижу. Я вижу смерть, дорогие друзья. Enjoy your meal. ZTR пикает и... Как? Умереть должен был 10 из 10. Я не знаю, куда полетел спрей ЗТРа. То, что Макс здесь выжил, это просто, ну, знаете, это просто переводка в моменте. Единственный момент, который мы можем подметить, что он на контрол сел. Не знаю, машинально это или нет, здесь я просто не могу это объяснить. На лане, кстати, да, на лане норм работает. Опа. Такой вот прыжок и... Посмотрите, насколько, опять же, его методичность его спасла бы в моменте. Он просто не досканировал. Видите, где прицел? Вот опять же, да, то есть, что прошника отличает? У него всегда прицел в нужном месте. Понимаете? Да, я от его лица сейчас посмотрю. Это мне просто было интересно концовка. Базар, базар, согласен. Да у него пули не туда куда-то полетели в ЗТР. Опять, видите, статично никто не стоит.
Да, это забейте, я не знаю, прям, так вот чел его сбрил с его экрана, это полный пиздец. Ну, прям, я, знаете, я даже не знаю, что сказать. Здорово, здорово. Да, с Дигла на Б я знаю, как он разъебал, там ебанутая микро. Там прям ультра жестко. Так, Тигл не хочу. Хочу просто враг с Дигла разобрать. Так, постановка прицела и... Блядь. Вот у него постоянно здесь прицел стоял. Вот сколько я говорил, он смотрит пик с лавочки. Просто вот... Не, там вам еще никто гарантию не даст, что так можно убивать. Это, бля, забейте. Это залетная хуйня. Счет 7 уже. Потихоньку, помаленьку мы приближаемся к концу первой половины. И за первую половину мы, в принципе, увидели большое количество методичности и хорошие реакции на происходящее. И пару моментов, где, ну, просто переиграли. Как бы это часть прогейминга. Да, ну вообще не играет он от того, что подвал кто-то будет пушить. А в этот раз под флешкоп. Смотрим на прицел. Так, антифлэш. Так, неужели... Очень рискованно. Неплохо Хае кинул. Из-за того, что Хае с двух кинул, посмотрите, как идеально он просчитал траекторию. Ну, это мелочь, не скажи, что прям на этом нужно акцентировать внимание, но все же. Типа, то, насколько человек хорошо чувствует геометрию этой игры, много о нем показывает, на мой взгляд. Смотрите, насколько идеально он ее кинул ровно в тот спот, в который хотел. Ну, это надо уметь, ребят. Это надо уметь. Нет, матчи я не могу смотреть, Кёльн. Я могу смотреть только Бласт. Бласт мы с вами будем смотреть уже 4 августа. Так. Опять вот это вот облизывание стены. Вот это вот облизывание стены. Смотрите, просто это укрытие, да, его ближайшее. Если что, он готов за него уйти на хорошей скорости. Вот видите? Так вот он на себя поджим ждет. Все, коннектор мы забрали, теперь только окно. Причем прыжок смотрит. Прыжок или буст. Так, поехали. Бам. Бам. Угу. Ну, тут отпикал по классике. Буст посмотрел еще. Ну да, тут уже шорт, знаешь, для галочки отпикал, потому что там молик лежит. Ну, ниху там смотреть. За мат, сори. Так, и даже здесь он эти стрейфы жмет. Как же сейчас Резу не поздоровится. Все, вот. Просто насколько это легкий фраг с его экрана. А теперь посмотрите, насколько Резу было, ну, просто, ну, не убить его. Смотрите, Рез тем же самым занимается, видите? Видите те же контр-стрейфы? Но когда встречается два контр-стрейфа, выигрывает тот, кто лучше кнопки нажимает. Ну и стреляет, понятное дело. Кстати, его увидели. Он думает, я сейчас скорость набрал. Ага, что ты набрал? Смотрите еще раз с экрана. Это уже разница углов в том числе, ну все же. Еще раз. Увидел чела, думает, сейчас наберу скорость. Видите, опять же, то есть игроки часто играют именно префайрами. И в данном случае посмотрите на прицел Реза, да? Смотрите. Сейчас он понимает, что по нему стреляют. Посмотрите, куда он ставит прицел. Видите, где прицел? И видите очередное доказательство того, как работают контрстрейфы. Рез целится туда, где уже Киосуки нет. Киосуки уже справа. И уже ебало ему сносит. Вот просто, опять же, вам очередной пример того, насколько именно изучение этой технологии будет делать вас сильнее. У оппонентов прицелы будут просто не там, где вы находитесь. Так игра работает сейчас. Через левое плечо сложнее убить. Факты. Факты, факты, факты. Плечо, ребят, плечо, вне сомнений, играет высокую роль. Колоссальную, я бы даже сказал. Но, в моем случае, именно в этом видео, именно в этом разборе, я акцентирую опять внимание именно на Counter-Strike. Я говорю, я захожу на фейс, 3800 Элла, 4000 Элла, люди не нажимают. Люди не нажимают, они играют в свой КС нахуй. Меня это просто заебало. Поэтому пока что я акцентирую внимание на этом за вот это вот, ну, за вот этот комментарий, спасибо, абсолютно верно, согласен. Так, и что дальше-то произошло? Папа Трэпа вышел, всех разъебашил? Бэм. Бэм. Все, понял, ладно, без комментариев. Так, здесь просто широкий. Ну, с чем ты так мальчика пиара? Темп изменили, темп Фалькона изменили. Так, давайте уже на концовку перематывать. Все, забрал бомбу. Будем вместе идти на. Смотрим на постановку прицела. Опять стейрс. Вспоминаем пистолетный раунд. Неплохо. На нахуй. Denied. Это сложная ситуация. ЗТР в дефолте. Перезарядочка. И ЗТР во время ее пикнет, нет? Нет, все, ЗТР здесь не считают.
Очень жестко. НТ. Причем мне нравится, что он здесь решил набрать скорость, но в курсе было определенное преимущество. Знаете какое? Sound Key. Смотрите. Очень жесткий размен. Он отыгрывает, видите, оп, оп. И он, видите, флеш, и он разбег делает. То есть человек разогнался, и вот здесь, если бы была дуэль у него, ему было бы удобней, да? Но из-за того, что у него дуэль вот здесь, и уже как бы в ответ, вообще-то как бы, ну, вообще-то как бы уже и Киосуки пикают. Вот еще раз, да? Смотрите. Так весь КС, это такие шахматы, видите? У него здесь прицел. Если бы была вот момент, когда прицел был на деревяшке, дуэль, он был бы в преимуществе. А теперь уже, видите? Видите, где прицел? Это вот все чисто о прицеле. Вот постоянно. Все вот эти дуэли, разбеги, велосити, скорость. Блять, называйте как хотите. Это все вот про вот эти вот разгоны. Да, где-то мы это уже видели. Ага. Так, здесь опять же. Ника видел. Такие вещи я тоже считаю, что нужно подмечать. Во-первых, блокировка смока, а во-вторых, вот такие пики. Если человек такой, о, смок упал, можно выйти. А тут такая просто торчит, блядь, ежик в тумане, готов ебашить вас. Просто тоже, он на таланте смог заблочил и сюда запрыгнул. Он, ну ладно. Так, он знает, что здесь никого нету, поэтому, когда Киосуки будет выходить, он будет отпикивать только определенную зону. Складываем 2+2. Зачем я за Ника смотрел? Вот этот момент. Раз. Два. Отвернулся от флешки. Подумал, что это флешка. Но надо репикать. Будет набирать скорость? Да, нет, не будет. Не будет. Знаете почему? Знаете почему? А потому что здесь смог в коннекторе. Если он сейчас наберет скорость, есть шанс, что чел под окном ему просто ебало сломает. И он просто понимает, что, ну, помимо атаки Б, понятное дело. Так, надо как-то этот выиграть файт. Ну, Майк Тайсон просто его, знаете, ну, попустил. Он вроде бы все неплохо-то сделал. Он ушел сюда. Такие стрейфики, бам-бам-бам-бам-бам. Но это не помогло, его просто сожрало. Бывает. Ладно, резко можно поменять название тайтла в Микру Тесиса. Не в этом, а в следующем, да, раунде. Ой, он что, в окно не смог запрыгнуть? Ну да, не в окно, в смысле, а в этот ладер не смог запрыгнуть. Нюк, да, сейчас посмотрим, может и будем. Так, давай-ка, блядь, ближе к теме. Так, это вот, когда он так сидит, он на таланте понимает, что моделька именно здесь окажется сверху, да? То есть вы подумаете, что это ставить так прицел, это против гиганта, который выйдет с подвала, да, примерно метров, ну, 7 ростом, да, вроде бы это прицел против гиганта, но в реальности это талант. Это талант понимать, что когда моделька подсадится, ее голова будет вот здесь. Это талантливая постановка прицела. Так. Только буст. То есть, правильно, опять же, давайте без шуток сарказма. Чтобы отыграть позицию грамотно, в которой ты находишься, ты должен представлять четко, где появится моделька. Многие поставят прицел против буста вот так, да, и будут тоже правы. Имеет место быть. Но я считаю, что постановка прицела на голову это тоже круто. Как на таланте талант тренироваться. Так, по поводу хелпы на А, да. Многие люди почему-то не могут додуматься с хелпы кинуть флешку на дескрой. Но если вдруг вы из тех, кто до этого додумается в игре и захочет помочь тиммейтам, то можете ознакомиться с тем, как это, собственно, делается. Просто кидайте ее где-то над ковром, и неплохая флешка получается. А сейчас мы вернемся к проверке меда. Идет выход на А, под выход на А, можно убежать сюда и фониться, что кто-то зайдет в коннект. Это будет проблемой. Перед тем, как будет выход на А, надо полностью проверить эту зону. И только талантливый от рождения человек может это понять. Поэтому давайте посмотрим, как Максим это делает. Первый префайр. Второй префайр. Типа третий префайр. С кальтом он бы делал это строже, вне сомнений. Так, оп. Все равно, видите, допроверяет коннектор. Нужно закрыть эту зону и забыть про нее. Так, ай-яй-яй, какая флешка, кукса на контакт. И
Киосуки очень круто хотел сделать. Я думаю, что он хотел в момент, когда у Куксана будет контакт, упасть чуваку, ну, второго чувака, типа там, условно, ты стреляешь в этого, а тут на тебя паркур вылазит просто, ну, такой. А вот он, кстати, паркур, но... Ну, тут сложно. Ладно, так, переименуем микротесоса. Так, переименовываем видео в микротесоса. О, это вообще... Вот я, когда это увидел, а я это увидел, я просто охуел. Вот этот шот, это рандом, я называю, да? То есть вот ты встал, ты встанешь на фейсте, 10 раз попадешь 2. Ну, просто, знаете, тут ничего особенного. А вот дальше микро, это вообще, это вау. Просто посмотрите на то, как он один выигрывает время благодаря этому фрагу. Что делает большинство? Репикнет, сделать что-то еще. Смотрите на пиара. Он же знал, да, что Тессас где-то здесь. Тессас успел занять вот этот спот. И теперь он на какое-то время вне подозрений. И то, как он сейчас пикнет, во-первых, да, ну смотрим просто. Человек упал. Опять же, да? То есть, что отыгрывает пиар? Пиар отыгрывает, что Тессас за плантом. Ведь где ему быть? Он убил отсюда. Обычно что делают отсюда люди? Убегают сюда. И реже прячутся здесь. Просто вариант, да, как можно это разыграть. И вот вы подумаете, да, это стрельба. Первый фраг, вне сомнения, это стрельба. Второй фраг, вне сомнения, это стрельба. Но еще это удобная, блядь, дуэль. Посмотрите. Вы понимаете? То есть он вне подозрений, о нем даже никто не думает. Потому что, например, тот же Курсио, посмотрите, куда он тоже смотрел, да? Он смотрел за плент. Вот это... Он нихуя не хотел, я ему талант подсказывал, он дропнул со вторым. Ах ты, блядь. Смотрите, это удобная дуэль. Что такое удобная дуэль? Вот что это такое. Чел выдает себя звуком и смотрит не на тебя. А ты знаешь, где он, знаешь, куда поставить прицел. Это удобная дуэль, дорогие друзья. Ну, просто не более, не менее. Две удобные дуэли. Понятно, что с диглом она усложняется. Потому что дигл контролить, ну, это пиздец. Но все же. И вот это, когда я увидел, я вообще охуел. Ты думаешь, вот что надо делать? Ну просто живи, расчилься. Просто, вот знаете, я уверен, 99.9% игроков пикнули бы слева. То бишь, вот так. Посмотрите, куда стоит прицел у Курси. Вот это микро победителей. Желательно мажора. Посмотрите, где прицел. Почему у него прицел именно здесь? Потому что он машинально знает, что 99% игроков пикнет слева. Ведь здесь как бы, ну, другая высота укрытия, можно пикнуть только на хедшот. И прицел должен быть, ну, где-то здесь. И то, что Тессас не пикает слева, а именно нажимает назад и пикает не с того места, с которого, ну, пикает 99%, а пикает вот так. Сейчас. Вот это очень необычный пик. Это очень редкий пик. Это, ну, знаете, это легендарка. Вот то, что он нажал клавиши, вот так, это легендарка. Клянусь, все слева пикнут. Все слева пикнут. Но он не пикнул слева. Там чел еще даже не стрельнул. Я хуею. А это уже называется статичный персонаж стоит. Тилти. Видите, он стоит, а он выбегает. Смотрите, с его экрана как это легко выглядит. Опять этот пик, кстати, повторил по кнопкам. Смотрите, как с его экрана это легко выглядит. И как это хуево выглядит с экрана ZTR. Он на месте стоит. Он контролит, видите? Была бы скорость, мог бы выжить. Но как тут сделаешь скорость, когда надо просто убить челов, ведь они с пистолетами? Ну, так вот. Все из-за первого килла, абсолютно верно. Абсолютно верно. Поддерживаю данного комментатора. Именно первый килл дал ему возможность перезанять спот, в котором его не ждали. Опять же, подумайте, да, над тем, как вот набивать фраги, да. Прикольно в бок людей убивать. И так далее, и тому подобное. Это очень круто. Я просто в шоке. И теперь мы возвращаемся к тайтлу Микры Киосуки. Да, это из-за таланта. Тесса с дигла не так попадает. Ну вот мне кажется, что Тесса с дигла, кстати... Ой, какой прыжок у него интересный! А что это?
Здесь он как-то кнопки хуёво нажал. Может, я что-то не понимаю. Он скорость себе просто порезал. Ну, не будем об этом. Ну, это... Тут мне нечего сказать, ребят. Спасибо Куксану за флешку. Давайте посмотрим, как он ее кинул. Левее все начали кидать. И начали все кидать левее. А почему я этот момент прошляпил? Потому что она взрывается здесь. И что? Она меньше слепит своего типа, который в шарт прыгает? Разве? Да так же она его слепит. А представьте, что он делает все то же самое, но в момент, когда он выбегает на старт, прилетает отсюда флешка, которая его не слепит. Просто тоже на подумать. Так, получается, на месте стоять и ждать пика это не очень. Лучше стрейфоваться. Ну, конечно же, мы же, когда выходила CS2, что мы сказали? О чем все твердили? Весь мир. Преимущество пикающего, преимущество пикающего. Это что? Это реальность. А что делают крутые типы? Они не принимают реальность, они к ней адаптируются. Так вот, это адаптация. Все эти контрстрейфы и так далее, это все адаптация. Все это пришло, например, те, кто там в CS так стрейфился в CSGO, их чаще называли нервозными чуваками, да. Ну, там были моменты, когда с МП-9, с кольтом, с дробовиком можно было так стрейфиться, и нужно было, и с пистолетом. Все это было. Но сейчас это просто must have, понимаете? Так называемая необходимость. Флешка слева лучше слепит энами. Фейзы начали кидать. Спасибо. Я прошляпил этот момент. Я сам кидаю вот эту. И, видимо, она лучше тем, что если чувак бежит сразу, то она у него не за спиной лопнет вот здесь, да, а она у него лопнет перед ебалом практически. Это смарт. Это смарт, дорогие друзья. Так. Подождите, там пошел раскид же, да? Сейчас, подожди, вот такая флешка, репик, прицел только не в этом споте, а только выход из смока отсюда, плюс, так как здесь лежит молик, слева от, точнее, справа от белого ящика. Опять же, ждем, опять посмотрите на эти наборы скорости. Дополнительная развейка. Это все берется от того, что когда мы развеиваем хаешкой смог, игрок атаки, который находится здесь, думает, что развеяли и можно пройти. Отсюда берется вторая хаешка, чтобы, когда он попытался предпринять вот этот мув, когда он думает, что он в безопасности, можно было его подловить. То есть эта хаешка, у нее есть четкое обоснование. Ой, вот то, что он смачок подкинул, это что-то на жестком языке сейчас, если честно. Как мне нравится, что он не отпикивает вперед. Ну, здесь у него мало хп. Я уверен, что было бы больше, он бы пикнул с головы и пытался бы убить проходящего. Видите, он не пикает вглубь. Ну, тут нечего особо сказать. Так, против эко не хочу смотреть. Блять, ладно, трипл килл на эко. О, мэн, гаддэм. И так каждый день. Блять, он погиб. Неинтересно. Ну, что касается смока, да, это талантливый смок. Просто, видите, он не допроверял подвал. И почему-то у него есть какой-то фон за то, что будет 2 люрка. Вот. Поэтому он решил скинуть этот смачок. А вдруг чел, который зайдет отсюда, он не сразу сможет их увидеть там, да, снизу. Ему придется в смок зайти. Ну, я так вижу этот момент. Тут я не могу ничего однозначного сказать. Вот опять, да, посмотрите, вот кто-то скажет, что он нервозный, а на самом деле, смотрите, как он двигается. Это просто жопа какая-то. В хорошем смысле. Смотрите на него. Смотрите, смотрите, смотрите. Летает по карте просто. Летает, чел. Смотрите. Смотрите. Видите это? Вы видите, как он стрейфит? Это демон. В хорошем смысле. Таусон. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. А теперь инфа, что это 4А, потому что Киосуки это игрок шарта. Не так ли, дорогие друзья? Так, вот, это мне нравится. Он еще топает, палится. Да, и Курсис на это байтится. Да, как Gamer Legion не считали, что это 4А? Вообще не пойму. Так, ну, просто тут уже дурацкий раунд. Так, он убьет кого-то в последнем? Ну, топ-таба еще. Ну, это 3 эко-фрага. Так. Угу.
Так, постановку прицела это вы сами видели. Это от того, кто на скамеечку залезет. Флэш. Нижника под не пикнет. Конечно, пикнет. Пошло напряжение Б. Нужно сделать выбор. Можно помочь Б. Можно уйти в мид. На Б двое. Ну зачем? И теперь он знает, что игрок мог залезть под скамейку. Или пройти под окно, на буст, например. И опять ставит прицел подобным образом. Очень бы я хотел, чтобы эта дуэль случилась. Опять же, смена высоты, да, опять же, вот в моменте, да. Чувствуем хорошо текстурки, можем позволить себе делать вот так. Посмотрите на эту модельку. Это абсолютное мразотство. В хорошем смысле. Ага. Ну, как будто надо пикнуть. Прям надо пикнуть. Ну, давай для видосика. Пикни. Все, давай, бери эту дуэль. Давай драться. Не, он даже здесь на 100% доигрывает. Он слишком перехвалян. Ладно, так, на этой карте мы закончили. В принципе, выводы, да, выводы. Первый вывод. Это quality, это качество, да. То есть качество, то, как он проходит позиции за атаку, и то, как он управляет своей моделькой, да. Второе, это контр-стрейфы, это прям то, что супер важно выучить, супер нужно выучить, и без этого ну просто никуда. Третье, понимание макро. Он не идет сюда в подвал, когда его типы не вышли топ-мид. Это мелочь. Но с них все начинается. Он очень жестко отыгрывает свою позицию с точки зрения качества. Он смотрит буст в окне, я вообще в шоке. Апекс 100 лет буст делает, никто его убить не может, с каких командах он бы не играл. Ну, Робс, может, убивал бы когда-то, ну, если бы он играл в подвал, но Робс в подвал не играет. Четвертое, и не менее важно, это талант, да. То есть все другие пункты можно забыть, потому что он просто талант, и смотреть его демки не нужно. Нет, блядь, конечно же, нахуй это все хуйня. Конечно же, нужно, блядь, первый пункт, второй пункт и третий пункт просто внедрить в свою игру и стать лучше. А вот то, что вас все эти три пункта не приведут к таланту, это факт, потому что если вы уже не одаренный, то вам каждый из этих пунктов будет даваться очень трудно. И вы не придете к таланту, но вы придете к навыку, который вы будете развивать в себе. Благодаря вот этим трем пунктам, опять же, качество, контр-стрейфы, управление моделькой, макро, да, вы сможете прийти к навыкам, которые вас приведут уже куда-то. Вот куда, уже все зависит от вас. Всех обнял и увидимся с вами очень скоро. Спасибо еще раз, что были на стриме. Я очень рад. И всем пока.